Почему так? Вы читаете русский текст, понимаете каждое слово, смотрите русское видео, понимаете почти все. Но вот кто-то задает вам вопрос, и в этот момент весь ваш русский куда-то уходит. Фразы получаются неестественными, а паузы слишком долгими. И, конечно, вы чувствуете себя некомфортно. Если это про вас, вы попали именно туда, куда нужно. Потому что прямо сейчас вы будете говорить по-русски много. Никакой теории, только практика, только по-русски. Привет! Меня зовут Олеся, это канал Ruroland. Сегодня мы будем использовать технику, которую я называю эхоповтор. Вы, наверное, слышали английское название shadowing. Это одно и то же. Техника очень проста. Я говорю фразу, вы ее повторяете. Не после меня, не в паузу, а почти одновременно со мной, как эхо. Отсюда и название эхоповтор. Благодаря такому повтору вы лучше слышите русскую речь. Но это не все. Эта техника также помогает вам лучше говорить. Я объясню как. Первое. Вы улучшаете произношение. Вы копируете мою интонацию и, как в спорте, тренируете мышцы рта. Они привыкают к русским звукам, и вы с легкостью говорите. Достопримечательности. Второе. Вы учитесь говорить, не задумываясь. Вы мгновенно повторяете фразы. У вас нет времени переводить или вспоминать. Какой там падеж? Вы не анализируете, вы говорите целыми фразами в темпе живой речи. И постепенно запоминаете эти фразы. Не только глазами и ушами, но и языком. Как мы будем работать? Я говорю фразу 2 раза. Оба раза вы повторяете вместе со мной. Вы обязательно говорите вслух. Вы копируете мой ритм и интонацию. Как у вас получается? Тут не нужно быть идеальным. Если вы хотите повторить фразу еще раз, ставьте видео на паузу. Итак, начали. Я говорю по-русски каждый день. Я говорю по-русски каждый день. Моя цель – говорить уверенно. Моя цель – говорить уверенно. Я не спешу, я говорю в своем темпе. Я не спешу, я говорю в своем темпе. Я всегда могу переспросить, если не расслышу слова. Я всегда могу переспросить, если не расслышу слова. Если мне непонятно, я попрошу повторить. Если мне непонятно, я попрошу повторить. Я спокойно говорю, даже если не знаю всех слов. Я спокойно говорю, даже если не знаю всех слов. Чтобы говорить по-русски, мне не нужно знать все. Чтобы говорить по-русски, мне не нужно знать все. Отлично! Вы говорите по-русски, и это главное. Я не стесняюсь своего акцента. Я не стесняюсь своего акцента. Мой акцент не мешает мне общаться. Мой акцент не мешает мне общаться. Меня понимают, значит, я говорю хорошо. Меня понимают, значит, я говорю хорошо. Делать ошибки – это нормально. Делать ошибки – это нормально.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Каждая ошибка помогает мне становиться лучше. Каждая ошибка помогает мне становиться лучше. Я исправляю ошибки, и это главное. Я исправляю ошибки, и это главное. У вас получается. Продолжаем. Следующие фразы про смелость. Я не боюсь говорить по-русски. Я не боюсь говорить по-русски. Я не молчу. Я говорю, даже если волнуюсь. Я не молчу. Я говорю, даже если волнуюсь. У меня достаточно смелости, чтобы говорить. У меня достаточно смелости, чтобы говорить. Я постоянно узнаю что-то новое. Я постоянно узнаю что-то новое. Я горжусь тем, как много я уже знаю. Я горжусь тем, как много я уже знаю. Я радуюсь даже самым маленьким победам. Я радуюсь даже самым маленьким победам. Я молодец, потому что я стараюсь. Я молодец, потому что я стараюсь. Молодцы, еще совсем чуть-чуть. Я не жду идеального момента. Я говорю прямо сейчас. Я не жду идеального момента. Я говорю прямо сейчас. Я использую любую возможность общаться на русском. Я использую любую возможность общаться на русском. Каждый разговор – это новый полезный опыт. Каждый разговор – это новый полезный опыт. Практика важнее идеальной грамматики. Практика важнее идеальной грамматики. Чем больше практики, тем легче мне говорить. Чем больше практики, тем легче мне говорить. Я чувствую, что мой русский становится лучше. Я чувствую, что мой русский становится лучше. Я перестаю переводить и начинаю думать на русском. Я перестаю переводить и начинаю думать на русском. Русский язык открывает для меня новые двери. Русский язык открывает для меня новые двери. С каждым днем я говорю все увереннее и естественнее. С каждым днем я говорю все увереннее и естественнее. Вот и все. 30 фраз и все на русском. Это уже результат. Но эхоповтор любит повторение. Одного раза недостаточно. Повторите практику 3, 4, 5 раз, и вы сами почувствуете, как говорить становится легче. Вы всегда можете перейти сразу к практике по тайм-коду под видео. Еще больше коротких тренировок в моем инстаграме. Жду вас там. Ссылка под видео. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Тут только практика, только по-русски. До свидания.